Буквально на днях произошло то, что мы могли предположить, но, если честно, даже не могли на серьезных щах мечтать. Компания NCSoft совершенно внезапно объявила о том, что расширяет зону обслуживания MMORPG Throne and Liberty, и, как несложно догадаться из названия этого видео, Россия в этом списке тоже фигурирует. Об этом, о том, почему это можно назвать по сути официальным релизом в РУ-регионе уже сейчас, а также о прелестях последнего обновления, поговорим в нашем сегодняшнем видео. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать его развитие. Также крайне рекомендую всем по коду на экране или по ссылке в описании мой телеграм. Там вы будете в курсе всего происходящего в жанре MMORPG и не пропустите новый контент на Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. Keys for Gamers — это инновационная площадка для геймеров, которая отличается широким ассортиментом продукции и конкурентоспособными ценами. Здесь вы сможете приобрести как незабвенную классику, так и новые релизы на выгодных для себя условиях. И когда я говорю про выгодные условия, это никакая не шутка. По нашему промокоду Гоха вы получите вкусную 20% скидку. Уверяю, дешевле придется еще поискать и вряд ли найдете. Невероятное множество всевозможных предложений для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, причем игры можно покупать как ключами, так и гифтами. Подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, покупка игровой валюты, игровых очков, программного обеспечения, и все это с возможностью выбрать наиболее выгодные для себя предложения среди разных продавцов. Торговаться, кстати, тоже никто не запрещал, напоминаю, площадка торговая. Ну и само собой разумеется, но все-таки произнесу это вслух, никаких проблем с оплатой из наших широт не наблюдается. Ссылка на площадку Keys for Gamers в описании и закрепленном комментарии. Не забывайте вводить промокод ГОХА. Ну что, дамы и господа, а я говорил... Да, действительно, в свое время, когда я упоминал о том, что Throne and Liberty для того, чтобы окупиться, понадобятся прям вообще все деньги мира, я предполагал, что NCSoft, вероятнее всего, придет и в наши широты. Так оно, собственно, и случилось. Еще не до конца, разумеется, я думаю, что это всего лишь первый шажочек, но получается, что Throne and Liberty будет вообще, в принципе, на СНГ пространстве и в России в частности. Как все мы прекрасно знаем, вне зависимости от того, что где-то там глобальную версию Throne and Liberty издает Amazon, NCSoft оставила за собой право также издавать эту игру в нескольких регионах. И даже, не несколько регионов, а много регионов. Помимо России, 19 регионов. С вашего позволения оглашу полный список, так сказать. Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Макао, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Украина, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Кувейт. Более того, уже можно прямо сейчас, я, наверное, даже оставлю ссылку в описании, зарегистрировать свой аккаунт и как-нибудь там это все дело перепривязать с Purple, хотя можно просто привязать по мобильному, и спокойненько играть в Корее, конечно же, с хреновым пингом, но спокойненько начинать играть в Throne and Liberty, потому что прямо сейчас для этого самое время. Я напоминаю, на Корее сейчас стартанули, планировался вообще один фреш старт сервер, наверное, можно сказать, что это не фреш старт сервер, хотя он и фреш старт, это просто сервер на бустах, где можно очень быстро прокачать своего персонажа. Я вот сейчас вот там прокачиваю, боже мой, как там насыпает. Но в общей сложности на момент записи таких серваков 2. Если успели прищемиться на первый, вы вообще прям супер молодец, но ничего страшного, я, допустим, тоже играю на втором, хотя есть персонаж на первом. Дело в том, что это временные серваки, они просуществуют там до 20 или 21 августа, после чего можно будет бесплатно перенести своего персонажа уже на какой-нибудь мейн сервак, причем там 28 августа вроде бы как серваки на Корее начнут мерджить. Короче, вот почему я говорю, что сейчас самое время начать играть, потому что вот прямо сейчас в Throne and Liberty можно обзавестись прокачанным персонажем буквально на халяву. На всякий случай еще раз, 24 июля компания NCSoft, что называется без предварительных ласк, заявила о расширении зоны обслуживания MMORPG Throne and Liberty сразу на 20, если считать с Россией региона. Причем, как я и говорил когда-то в одном из видео, делать она это будет, насколько известно, своими силами, без привлечения местных контор. На мой взгляд, решение абсолютно правильное, можно посмотреть на Perlabis. То есть, изначально мы помним, как все было с Black Desert, а потом, в общем-то, Perlabis взяли
все это в свои руки и вроде как не жалуются. Прозорливые люди тут же побежали проверять, и оказалось, что уже прямо сейчас можно зарегистрировать аккаунт NC и без каких-либо ограничений сразу начать играть в Throne and Liberty. Тут, правда, возник некоторый нюанс. Дело в том, что подавляющее большинство игроков из наших широт на Корее покупали для игры корейские аккаунты. А тут оказалось, что эти корейские аккаунты, в общем-то, не нужны. Вернее, ну как, нет, ты можешь продолжать играть на корейском аккаунте, но зачем? Сами посудите. Ну, может быть, если ты туда миллионы занес, то и имеет смысл, но в общем и целом получается, что для того, чтобы там задонатить, допустим, с корейского аккаунта, это надо связываться как-то там с корейцем, чтобы все это дело провернуть, в то время как аккаунты, проблема с донейшенами там решена вот прям изначально. Можно спокойно донатить через Xolo, и, ну, это работает, я реально проверил, это работает, то есть никакого геморроя, поэтому предпочтительнее, конечно, было бы играть на аккаунте. Дополнительной заманухой выступает вышеупомянутая возможность буквально, что называется, на халяву прокачать себе нового персонажа на буст серверах. Они будут доступны в течение месяца, до 20 или 21 августа, и, как я уже сказал, боже ж ты мой, как там насыпает. Помимо того, что каждые 10 уровней игра обеспечивает тебя экипировкой, там еще и рейты повышены, и увеличены награды кооперативных данжей, и доступен специальный боевой пропуск, и до кучи еще можно будет потом бесплатно перенести такого персонажа на любой мейн-сервер. Почему я, собственно, склонен считать все вот это вот происходящее, да, знаете, таким предварительным релизом Throne and Liberty в наших широтах. Вот я знаю, мнение бытует такое, что ну вот и все, они просто расширили сферу влияния, как бы, вот, играйте, пинг хреновый, но вы, как говорится, держитесь. Тем не менее, это возможность создать себе персонажа абсолютно на халяву, и по истечении срока действия вот этих вот буст-серваков бесплатно, опять же, совершенно перенести его на любой интересующий вас сервак, и в случае, если когда-нибудь там, а может быть и сразу, появится сервак или хотя бы какой-нибудь, знаете, сервак с нормальным пингом, его можно будет за денежку перенести, или если появится сразу, то тоже вот прям бесплатно перенести. Они там собираются 28 числа чего-то мутить с мерджем серваков. Короче, вот сейчас можно заложить базу для дальнейшей прям кайфовой игры в Throne and Liberty именно из наших широт. На всякий случай, на текущем этапе нет никакой конкретной информации относительно открытия региональных серверов Throne and Liberty. В том числе и не было никакой информации относительно появления русской локализации. Более того, насколько мне не изменяет память, разработчики никогда и не говорили о том, что русский язык появится в игре. Благо, это никакая не проблема. Существует как фанатский любительский перевод, так и другие способы этим самым переводом обзавестись, если он вам по какой-то причине нужен. Что же до появления нашего, грубо говоря, сервака или сервака с более-менее адекватным пингом, потому что, ну, вот сейчас играть на Корее без каких-то дополнительных средств по улучшению пинга составляющей, скажем так, фактически невозможно. То есть обязательно нужно что-то брать для того, чтобы пинг был хотя бы в районе 150. Так вот, на мой взгляд, корейцы просто решили, а давайте мы посмотрим. Вот, да, вот сейчас вот мы откроем возможность игры из всех вот этих вот вышеобозначенных регионов и посмотрим, интерес вообще у комьюнити есть. И если подобный интерес будет, то мне кажется, затем прям, чтобы запустить какой-то там еще один сервер или несколько серверов, дело вообще не станет. Так что мне кажется, что это вопрос исключительно времени. Ну, я имею в виду появление сервака с адекватным пингом. Помимо прочего, прямо сейчас в игре можно ознакомиться с переработанным балансом игрового оружия. Причем до этого я говорил, что вряд ли это как-то скажется на боевой системе, которая, как ни крути, далека от современной. Тем не менее, могу констатировать, что благодаря предпринятым мерам играть в Throne and Liberty стало заметно бодрее. Все активные навыки персонажа теперь можно настраивать с помощью дополнительных 2-5 свойств. Каждое свойство требует от 3 до 10 очков специализации. Эти очки, в свою очередь, персонаж получает с 25 уровня, и к 50-му максимальный запас их составляет 100 единиц. Улучшения для умений сильно разнятся. В некоторых случаях вы получаете дополнительный урон при соблюдении определенных условий, а в других случаях работа навыка кардинально меняется. При этом большинство навыков получили ребаланс, а каждое оружие получило по одному активному навыку. Также изменения коснулись характеристик персонажа и некоторых формул расчета навыков. Были добавлены новые характеристики: снижение критического урона и вероятность пробития щита, а 10 бонусов урона к разным расам монстров сократили до 5. Работа характеристики критический урон была переработана, и теперь часть бонусов работают как суммирование, а не множитель урона.
Шанс получить тир-1 экипировку с монстров был увеличен, особенно в открытых подземельях, однако в дополнение к этому почти вся экипировка в игре стала непередаваемой. Только вещи, полученные с мировых боссов и архибоссов, можно продавать на аукционе. Теперь для получения добычи с обычных монстров необходимо будет сделать первый удар, однако в случае квестов кодекса или ежедневных заданий это правило применяться не будет. Решать возможный дисбаланс по получению экипировки должна новая механика под названием Substance Transformation. Вы можете пожертвовать ненужными предметами и получить что-то новое вместе с гарантированной наградой. Чем ценнее экипировку вы пожертвуете, тем более ценную награду получите. Улучшение уровня экипировки и перенос прогресса стали более эффективными, а открывать дополнительные свойства или менять их значения теперь можно с помощью специальных итемов. Так что обязательное наличие такой же экипировки больше не требуется. Также была добавлена возможность открыть четвертое свойство на экипировке под названием Резонанс-эффект. Главным изменением в кооперативных подземельях стало добавление рейтинга за прохождение уровней в новом режиме Challenge Dimensional Circle. Уровни отличаются силой боссов и набором игровых механик, а награда за их первое прохождение постепенно растет. Дополнительно существует рейтинг для 100 лучших игроков. Каждую неделю пара подземелий будет меняться и обнулять прогресс достижений. Главной наградой в этом режиме станут руны, что вставляются в экипировку эпического уровня и дают дополнительные бонусы персонажу. Кстати, лишние руны также можно обменять в Substance Transformation. Награда в тир-1 и тир-2 была пересмотрена, и теперь в каждом подземелье падает определенный элемент экипировки. В одном данже сапоги, в другом головные уборы, в третьем плащи и так далее. Сложность сражений с боссами при этом была снижена. Помимо этого в игру добавили 3 полноценных мирных занятия – рыбалку, кулинарию и экспедицию Амитоэ. С рыбалкой все достаточно просто. Покупаем удочку, прикормку и ловим рыбу в разных водоемах с помощью мини-игры. Результат рыбалки зависит от рыболовного навыка, а улов можно использовать для приготовления блюд. В кулинарии доступно более 50 блюд, дающих временный прирост характеристик персонажа. Доступ ко всем блюдам открывается по мере прокачки вашего кулинарного мастерства. Экспедиция же Амитоэ, в свою очередь, позволяет отправить ваших питомцев на добычу разных полезных ресурсов. Успех и качество награды зависят от правильной комбинации команды и локации, куда вы их отправляете. Разумеется, это не полный список изменений, не стояла задачи куда-то глубоко нырять, я лишь хочу показать, что разработчики реально работают над Throne and Liberty, улучшают игру, причем совсем не безуспешно. Ну и все вот это, знаете, такая легкая прелюдия перед релизом большого нового региона, который случится в конце августа. И знаете, ну так как мы уже играем в Throne and Liberty, мы, собственно, первыми этот самый регион новый и увидим. Не какая-то там глобальная версия за авторством Amazon. Кстати, если вы сделали предзаказ, я имею в виду вот этих вот наборов раннего доступа в глобальную версию Throne and Liberty, я думаю, они вам не пригодятся. Можете отменять предзаказы. А вообще, знаете, я хочу сказать, что я безумно рад. Мы очень долго ждали и, наконец-то, мы дождались. Потому что, я уверен, на 285 000%. Throne and Liberty — это, наверное, лучшее, что происходило, происходит и будет происходить в жанре MMORPG за вот прошедшие несколько лет. В любую сторону. В прошлое, в будущее и в настоящее. Так что, если вы еще не играете в Throne and Liberty, хотел сказать, то я иду к вам. Нет, но вам очень сильно стоит задуматься над тем, чтобы начать играть в Throne and Liberty. Прямо сейчас. Все, я вас предупредил, пошел прокачивать халявного персонажа. Дальше. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мать для ретопортал Go.ru. Еще услышимся.